Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем делать вино из винограда по старинной кавказской технологии. Потом из мезги, которая останется при приготовлении вина, мы сделаем чачу. Часть молодого вина мы пустим на коньячный дистиллят, выдержим его в бочке и сделаем первоклассный коньяк. И вишенка на торте у нас будет приготовление домашнего шампанского, заморочимся этим делом, ну или игристого вина, называйте как хотите. Потом я сделаю калькуляцию по выходу каждого из напитков с килограмма сырья. Ну и посчитаем, естественно, стоимость. Сколько стоит домашнее вино, сколько стоит чача, сколько стоит коньяк и сколько стоит шампанское. Вы будете знать реальную цену всего этого дела. Итак, у нас ровно 1 тонна винограда. Здорово, братская сердце. А почем? Здравствуйте. 70 рублей. Пробуем. Ну, 70 дороговато. Давай посмотрим, подойдем еще. Пожалуйста, посмотрите. Здорово, братская сердце. Здорово, да. Молдова же, да? Да, А Молдова. почем виноград? 45. Нормально. Тонну возьму по 40 рублей, отдай по-братски. А 40? Давай, проверим. Сахар только проверим. Проверим. Нормально, хороший. Дербент, чисто не поливной. Дербента, да? Да. Ну, не поливной, хорошо. Больше 20. 20 ровно покажет. Акатай, да, правильно? Вот это? Акатай. Сорт, да. Правильно, сорт такой, Акатай. С Дагестана, да? С Дагестана привезли свой товар. Мы чужой Сами даже не выращиваете? брали, Молодцы. сами выращивали. Поэтому Конечно, даже не торговался. он врач, я так выращиваем сами. Просто продаем. Правильно делаете, молодцы. Свой товар. Сколько мы трудились за это. Свой товар. А много у вас виноградник большой? 2 гектара есть. Ой, немало? Разные, 4 сорта. Так, смотрите, народ, у нас виноград Молдова, он хоть и считается столовым, да, но для домашнего винокурения я его считаю одним из лучших сортов красного винограда. Получается очень вкусное вино, не первый раз с него делаю. Значит, ну, он и по мне, короче, нравится, и по кислотности он, да, такой нормальный. Значит, для коньяка вообще используют белый виноград, там, во Франции, там, Униблан, еще какие-то сорта. У нас в России, там, ну, на юге, ну, на территории СНГ, да, на юге у нас делают в основном с олиготе, такой сорт есть винограда, и саркоцетели, ну, с белых сортов. Но для домашнего коньяка Молдова вполне подойдет, будет прекрасный коньяк, поверьте мне, в бочке выдержим, упало. В общем, будем делать с Молдовы. С Молдовы будем делать. И для шампанского я взял немножко белого вина, сделаем. Никогда не работал с этим сортом. Дагестанский, ну, в Дербенте произрастает. Вчера про него почитал. Женщина продавала на рынке, значит, Агадай, они его называют. И кратко. В интернете я нашел Агадай. Ну, там пишут. 150 лет этому сорту, 150 лет назад нашли. Мне он понравился по вкусу. Он такой и достаточно нейтральный. И кислинка есть. И сахара достаточно. Но он такой, правда, мясистый. Сока будет не очень много. Ну, посмотрим. Хочу сделать белое вино из него. И потом шампанское. Его мы взяли там 75 килограмм. Но там что-то дети вчера поели. Короче, 70 килограмм его осталось. Нормальный виноград. Вино мы будем делать по красной схеме. Красная схема — это когда мы сбраживаем все вместе. То есть с гребнями, ягоды, с кожицей. Вот все передавили. Упала ягодка. Передавили все и так как бы избродили. Вот красная схема. Есть еще белая схема. Это когда сбраживают чистый виноградный сок. То есть давят на прессе и чистый сок сбраживают. Остальное все убирают в сторону. Белой схемой в основном увлекается Европа. Очень много.
Ну, там, правда, есть и винодельни, много виноделин, которые работают по классической, как бы, можно так сказать, по красной схеме. Значит, самая красная схема из всех, которую я знаю, ну, она, наверное, такая есть. На Кавказе, в Грузии есть кахетинский способ приготовления вина такой. Значит, на мезге сбраживают это все дело. И 3-4 месяца на этой же мезге в герметичных емкостях этот виноград, это вино держат. Получается довольно терпкий такой вкус. Ну, марочные вина получается. То есть белое вино по кахетинскому способу сделанное получается такого темно-чайного цвета. Вот. А красный виноград, если делать красное вино, такое темно-гранатового цвета. В Европе считают такой способ, ну, нежелательным, потому что обогащается, они считают, что обогащается вино. Очень много вредных примесей появляется в нем. В общем, это в Европе считают, что хотят, пусть считают. Когда на Кавказе делали вино, Европа под стол пешком ходила. Сильно политизировано. Не? Мы будем выдерживать наше вино, наш виноградный сок на мезге от 3 до 5 дней. Посмотрим, когда начнется брожение. Это нужно для того, чтобы шкурка вот этого винограда отдала свой цвет, свои танины, свой вкус. Чтобы танины и косточка отдала. И гребни, смотрите, значит, как понять, что вообще виноград зрелый. То есть, если с гребнями, гребни когда зеленые, они могут терпкости дать много. Ну, как бы будет неприятный привкус, да. А если гребень уже желтеет, видите, он уже созрел, виноград. То есть, гребень уже вот практически коричневый, да, такой красно-коричневого цвета. Значит, виноград уже созрел, терпкость будет вот, ну, дней 5, грубо говоря, мы выдержим, да. Терпкость будет такая пикантная, ну, то есть, немножко ее будет. Очень приятный, хороший вкус получится. Короче, выдерживаем 3-5, ну, потом покажу я. Значит, что касается еще дрожжей, сразу момент такой затрону. На диких дрожжах мы будем. Вот эта пленка, которая на винограде белая, вот это, видите, вот я пальцем стираю ее. Там содержатся дикие дрожжи. Сейчас очень много, они стоят там как бы недорого, это все доступно. Есть чистые культуры дрожжей, в магазинах продаются, там где, в интернете можно купить. Можно и так добавить. Есть там люди с пиросульфитом серы, то есть сперва останавливают, убивают всю микрофлору, выдавливают сок, убивают всю микрофлору, потом добавляют чистую культуру дрожжей. Есть это все современные способы. Там, как бы, может, и вино там, кто-то говорит, лучше получается, качественнее, там, гарантии больше. Вот так тоже 100% получится нормальное вино. И вот 1000 лет назад так делали, а вот эти чистые культуры, там, 100 лет им, там, я не знаю, когда там они появились, недавно. Оставим это для больших виноделин, для винзаводов, не знаю. Мы по-нашему, по-домашнему, вот считайте, что мы в деревне где-то. Нет у нас доступа ни к магазинам, ни к дрожжам, ни к интернету. Как делал мой дед? Передавим вино на этих же дрожжах. Единственное, когда собираете сами, мы покупали виноград, откуда мы знаем, что здесь дрожжи есть? У нас 2 недели не было дождей, по-любому там они есть. Если вы собираете свой виноград, прошел дождь, дайте 2-3 дня солнышку посветить, чтобы дрожжи появились, размножились, дикие дрожжи здесь на ягоде появились. Тогда оно сбродится, все нормально будет. Ну, приступаем потихоньку. Сейчас поставим дробилку и приступим к действию уже непосредственно. Итак, друзья, давить виноград можно разными способами. Можно, как Челентано давил, ногами. Если его мало у вас винограда, можете руками его подавить. Можно на прессе подавить, там есть, если по белой схеме делать. Можно на дробилке. У меня есть электрическая дробилка, я ей пользуюсь, наверное, с 18-17 года, не помню. Несколько лет уже пользуюсь. Милое дело, господа китайцы придумали, то есть на обычную дробилку, которую рукой маслать, поставили движок, вообще, ну, не паришься, то есть идеально. Ну, гребни только что не удалять, там есть они, итальянские дробилки, там по 50, по 70 тысяч стоят, и эти, которые гребни удалят. Ну, хорошо, да, но у нас такой нет, вот это прекрасно справляется. Значит, мы будем давить на вот этой дробилочке. Все, сейчас включаем, ну и засыпаем это все до кучи. Еще такой момент. Если вы не хотите, чтобы весь район знал, что вы готовили вино, и потом просил вас это вино, одевайте перчатки, когда делаете вино, особенно когда будете, когда будете с мезги снимать дней через 5. У вас руки будут неделю красные, потом оно красится очень сильно. Вот. Одеваем перчатки, ага, мимо. Одеваем перчатки и приступаем как бы непосредственно. Все, включаем в розетку.
Сейчас, может, будет немножко шумно. И просто засыпаем. Смотрите, если у вас электрическая тоже, какую-нибудь палку-толкалку, чтобы пальцами туда не сувать, ну, техника безопасности. Показываю для примера, чтобы вы видели. Значит, смотрите, валы здесь находятся. Еще такой момент, я не сказал, когда будете руками давить или чем-нибудь, так, чтобы косточки, которые находятся внутри винограда, чтобы они не лопались, чтобы они остались целые. Тогда танинов, ну, если они поломаются, очень много танинов попадет в вино, оно будет горчить или там, ну, терпким будет. У меня у валов достаточно расстояния, чтобы не давить косточки, при этом все ягоды давятся. То есть его не надо перемалывать, его надо просто, чтобы он лопнул. Если он лопнет, все, он уже сбродится нормально. Ушло. Смотрите, чтобы снять вопросы все, что касается там, какой лучше виноград, там по красной схеме, по белой, вино вернее. Мы немножко на этом прессе из этого же красного винограда сделаем, ну не знаю, может литров там 30-40 сделаем для пробы просто. Сразу отожмем чистый сок и сбродим на чистом соке. И потом посмотрим, ну я заранее могу сказать, что вино довольно пресное получится, такое безликое. Значит, ну попробуем и сравним с одного и того же винограда, потом продегустируем вино, которое мы настояли на мезге и которое просто по белой схеме чисто сделали, на чистом соке взбродили. Смотрите, значит, выдавили. Ну, чуть больше 2/3 бочки смотрите, все ягоды полопавшиеся, видите? А косточка внутри вся целая. Вот она, может, видно здесь. Вот они все целые косточки. Значит, суть в чем? Надо оставлять место всегда для шапки. Сейчас будет подниматься, завтра это все дело, ну, забродит, пойдет шапка подниматься. Нам надо будет каждый день перемешивать, ну, это мы покажем. Запас, в общем, нужен запас. Так что вот так вот. Вино пока, ну, сок такой светленький, может, видно. Мы вот когда по белой схеме будем на прессе делать, у нас розе получится. Ну, такой розового цвета вино будет, но не сильно темное. Все, вот в таком-то сейчас эту бочку убираем. Ну и другую бочку ставим. Бочек как бы хватает у нас. Ну и передаем весь виноград. Ну, получается, в одну бочку у нас вошло 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 с половиной ящиков винограда. Ну там, в общем, давим. Давим, пока рассказывать нечего. Все, народ, переработали мы тонну винограда. Оставили немножко, 5 ящиков оставили красного по белой схеме сделать. И 5 ящиков у нас будет белого по белой схеме тоже будем делать. Но предварительно мы здесь сейчас все уберем. Заняло это у нас на этой дробилке где-то 2,5 часа. Мы переработали, ну там без 50-60 килограмм тонну. Ну то есть довольно быстро. Сказать, что тут бардак, ничего не сказать. У меня здесь бывает в винокурне раз в год такое, когда мы работаем с виноградом. Больше никогда так не бывает. Но результат стоит того. Будет вкусный коньяк, будет очень вкусное вино, самое главное. Будет чача, будет шампанское. Шампанское буду первый раз делать вместе с вами. Не будем по схемам, по которой там год делают, там 1,5 это шампанское. Попроще попробую, ну туда ближе, когда будем делать, покажу. Есть там мысли, как сделать побыстрее, попроще. Там, как с праймером, как с пивом, когда. Ну, попробуем, в общем. Вот и все. Уберем сейчас, вернемся. Уберем все, вернемся.
Смотрите, народ, мы убрались, как бы. Итоги подводим по красному винограду, по Молдове. 5 бочек у нас получилось, 3-5, да. 5 бочек, ну они не полные, чуть, ну, на 2/3 заполнены. Значит, и 5 ящиков у нас осталось, мы будем по белой схеме делать. Сейчас белое вино будем по белой схеме. Два момента, которые забыл вам сказать. Первое, если попадаются грозди с плесенью, ну или с любыми другими болячками, удаляйте эти грозди, в вино не кидайте. Если оно где-то на самогон, там еще куда-то пойдет, ну перебродит, испортит вкус вина. То есть обязательно любая болячка, любое заражение винограда сказывается на вкусе, конечном вкусе вина. Ну, просто чтобы знали. Ну, у нас спасибо тем, кто продавал. Я не знаю, мы, наверное, в ролике уже вы, наверное, посмотрели, мы на рынке там покупали. Молодцы, ребята. Практически весь виноград был хороший. Мне даже показать нечего. С плесенью там. Кое-как нашли там гроздь. Значит, мы собрали пресс. Как мы работаем по белой схеме. Давайте по выходу. Сколько выходит там с килограмма винограда, там, сока или вина, там, конечный итог, вот, ну, каждый раз по-разному, все зависит от, понятно, от сорта, там, от мясистой, там, не мясистой, сколько там сока выйдет с этого. Ну, в среднем ориентируйтесь, ну, с тонны 600 литров в итоге вы получите чистыми, ну, кто-то говорит 700-750, реально 600, может 650 получается литров вина. Это уже когда ты 2 раза снял с осадка. Ну, то есть вот конечный результат около 600-650 литров вина с тонны в среднем получается винограда. Значит, мы что делаем? Тут пресс, элементарная как бы конструкция. Корзина, мы с мешочком, да, мы ее набиваем сейчас виноградом белым. Набиваем белым виноградом, значит, ставим сверху крышку и обычным, сейчас вам покажу, чтобы вы понимали. Вот гидравлический домкрат самый обычный. Пятитонник он, да? Да, пятитонник у меня. Ну, не важно, тут такое давление не нужно, 5 тонн. И им выжимаем. То есть с корзины, с этой вытекает, с этого поддона попадает в, как он называется, в ведро. И с ведра мы как бы уже сливаем, ну, в бутыль, в 22-литровый. Пару бутылей поставим. О, термометр, да, упал туда. Может тоже передавить, вкуснее будет. Так, эти два откладываем. Посмотрите, какой виноград. Но он и на вкус мне понравился. Вообще бомба. Не знаю, какое вино получится. Проверим. Шампанское потом из него сделаем. Значит, сейчас посмотрим сахаристость, когда выдавим сок. И я вам скажу, как определить градус вина. Ну, конечный. Приблизительно, чтобы вы могли определять по сахаристости. Сейчас расскажу. Так, это ладно, засыпем потом. Мелочи эти. Все, и так закладываем полный этот. Полную корзину закладываем. Пресс полный у нас, народ. Наполнили мы виноградом. Все, и теперь просто начинаем давить. Гидравлическим прессом. Сейчас у нас потечет оттуда виноградный сок. Да что тут черное. Ну, виноград вот этот беленький, он прям мясистый такой. Я вот что давлю. Сейчас. Виноград очень мясистый, очень. Вот я сейчас его ем, там одно мясо. Я не знаю, мы сейчас, вот все 75, я попробую додавить, мы посмотрим. Если не получится, по красной схеме белый передаем, ничего страшного. Ну, там как бы он белый, можно по красной давить, спокойно делать. А по белой схеме, вот тот красный виноград, который у нас там 5 ящиков, сейчас попробуем. Очень сладкий, и кислинка. Мне вкус прям сильно нравится, ну сейчас. Ну, сахара, кстати, немного показывает, он 17. Сейчас. Да, сахара 17 показывает. Ну, красный у нас мы мерили на этом,
на рынке мерили 20-21, ну, с разных гроздей. Но мы сейчас среднюю, когда по белой будем делать, уже массово сок пойдет, точно скажем, сколько сахара в Молдове. Здесь у нас 17 сахара получается. Ну, вкус очень хороший. Легкое вино такое получится. Вообще по градусу, я же говорил, сразу скажу. Значит, на 0,6 умножаете количество сахара. То есть, если там 20% сахара, ну 20 показывает сахар, умножаете на 0,6, получается 0,1 это 0,2, 6,2, 12. 12 градусов получается, на 0,6 умножаете. Получается, в среднем будет 12 градусов крепость вина, если сахара 20. Ну, если 19, ну, считайте 1,9, там, ну, короче, то же самое. 6,9, 54, короче, меньше. Понятно? 11,4, 11,5, если 19 сахара и так далее. Выше точно так же. На 0,6 умножаете, знаете, сколько будет в среднем алкоголя в вашем вине. Ну, я думаю, литров 20 мы выдавим. Сока по белой, остальное перемолим в другой, ну, в бочку засыпем по красной схеме. Очень мясистый виноград, но вкусный. Ребят, начали мы красный давить, белый не давится. Сейчас с белым будем что-нибудь другое придумывать. Там жадный белый сок вообще не хочет давать. Очень мясистый виноград. Красный сейчас выдавим. Пару баллонов сделаем, 22-литровых, по белой схеме. Видите, какое светленькое? Оно у нас в итоге розе получится. Такое светленькое розовое вино. Сахаристость. Давайте сахаристость пока помню. Ой, беленький, вкусный какой. Тоже и кислинка есть, и сладенький он. Сейчас сахар посмотрим. Ну, давай пальцем так, ну какая разница. Хватит капли. Двадцать один по сахару. Довольно крепкое вино получится. Ну, кислинка вот эта, когда виноград зреет, то есть мы снимем с осадка раз, второй, он еще кислее будет, когда сахар выбродит. Но вот эта кислинка, по мере его вызревания, она уйдет. Ну, туда, ближе к весне, уже будет вообще шоколад. Ой, хорошая. Уже вкус вина я чувствую домашнего, ну, понял? Вообще хорошо. Давим. Сейчас выдавим, покажем вам результат. Ну, что зря вам этот... Надо подкладывать деревяшки еще. Смотрите, народ, значит, красное вино по белой схеме. Мы выдавили 20 литров, бутыль один выдавили. И сейчас, ну, литров 5 здесь еще в ведре. Отдельный бутыль, там даже литра, ну, может, меньше чуть, в 5-литровку. Когда мы снимем с осадка, у нас получится целый 22-литровый бутыль. Ну, то есть для этого мы сделали. Все, этого нам достаточно, чтобы сравнить. Нам, ну, может, шампанского чуть красного какого-нибудь сделать. Ну, вообще шампанское будем с белого делать. Белый виноград, вот этот Агадай, сорт столовый, очень жадный, очень мясистый. При этом он очень вкусный. На вино никак не идет. На прессе никак не могли выдавить. Чуть-чуть там с гулькин нос выдавили. Приняли волевое решение включить режим Челентано. Я, видите, вырос чуть немножко. Стою в тазике, ноги помыл, чтобы не было там лишних разговоров. Ноги предварительно помыл, прям хорошо помыл. Ну и начинаем месить. Никогда этого не делал. Ну, как бы... Ну, ощущения, я вам скажу, нормальные такие. Ну. Сейчас передаем, народ. Все. Значит, суть в чем? Это уже можно не показывать. Ну, мы как бы давим и давим. Зальем это в маленький бочонок. Вот этот 110 литров. И завтра мы уже вам покажем, ну, когда шапка поднимется, как перемешивать. Начиная с завтрашнего дня, по 3-4 раза я тону уже в этом винограде. 3-4 раза в день. Чем чаще, тем лучше. Сбивайте шапку, чтобы она не окислялась, чтобы вино не окислилось, не испортилось, не прокисло. Шапка, которая поднимается с дрожжами. Перемешивайте. И через 3-5 дней посмотрим по цвету шкурка, как отдаст цвет, по вкусу примерно посмотрим. Будем снимать с мезги, покажем продолжение. Рады были.
Это нормальный жест? Ну, в смысле, это нормальный. Не подумайте, что там, я там не хулиган никакой. Это был большой обзор на виноград. Переработали мы сегодня 1070 килограмм винограда.